Сегодня речь пойдет о памятной монете номиналом 50 центов, посвященной 300-летию первого успешного европейского поселения в Делавере. Он интересен уже тем, что на первый взгляд сбивает с толку датами. Церковь стоит неподвижно, а корабль движется. Дорогие друзья, вновь приветствуем вас на канале Заметки Нумизмата. Мы продолжаем рассказ о ранних юбилейных полудолларах США. Сегодня речь пойдет о памятной монете номиналом 50 центов, посвященной 300-летию первого успешного европейского поселения в Делавере. Этот выпуск обычно называют полудолларом делаверского 300-летия или шведским Делавером. Он интересен уже тем, что на первый взгляд сбивает с толку датами. Монета была разрешена в 1936 году, фактически отчеканена в 1937 году, а юбилей, которому она посвящалась, приходился на 1938 год. На аверсе стоит дата 1936, а на реверсе указаны годы 1638-1938. Поэтому перед нами монета, где сама дата становится частью истории. В отличие от многих городских выпусков 1930-х годов, Делавер говорит о более раннем слое американской колониальной памяти. Здесь речь идет не об английских колониях и не о войне за независимость, а о шведах и финнах на берегах реки Делавер. История начинается в 1638 году, когда экспедиция на кораблях «Кальмар-Найкел» и «Фогель-Гриб» прибыла в район современного Уилмингтона. Там был основан форт Кристина, и вокруг него возникла колония Новая Швеция. Колония просуществовала недолго и в 1655 году перешла под власть голландцев. Тем не менее, шведские и финские семьи не исчезли из этого региона сразу после смены власти. Они оставили след в местных названиях, церковной традиции, семейной памяти и последующей истории Делавера. Но память о ней сохранилась, потому что она стала важной частью ранней истории Делавера и всей долины реки. Юбилей 1938 года отмечали не только в Соединенных Штатах, но и в Швеции. Американский полудоллар должен был помочь финансировать торжества и напомнить о шведском следе в истории Америки. Поэтому монета получилась не просто региональным сувениром, а знаком культурной связи между Старым и Новым Светом. Она напоминает, что ранняя Америка была сложнее и разнообразнее привычной школьной схемы. На аверсе монеты изображена церковь Old Swedish Church в Уилмингтоне, также известная как Holy Trinity Church. Это не абстрактный храм, а реальное здание, освященное в конце XVII века и тесно связанное с потомками первых поселенцев. Над церковью видны лучи солнца, пробивающиеся сквозь облако. В этой композиции нет большого движения, но есть ощущение памяти, тишины и устойчивости. Для памятной монеты это очень удачный образ. Церковь показывает, что колониальная история не исчезла, а продолжила жить в конкретном месте. В этом смысле церковь на монете работает почти как документ. Она связывает юбилей 1938 года с людьми XVII века, которые пересекли океан и остались на Новой Земле. На аверсе также размещены надписи «United States of America», «Half Dollar», «In God We Trust» и дата 1936. Реверс выглядит более динамично. На нем изображен корабль «Кальмар-Найкл», ключ кальмара. Именно этот корабль стал главным символом шведской экспедиции и пересечения Атлантики. Если аверс говорит о наследии, которое осталось на земле, то реверс говорит о пути, море и прибытии. Над кораблем расположена надпись «Делавер Терсентенари», а ниже указаны юбилейные годы 1638-1938. На реверсе также есть слова «Liberty» и «Pluribus Unum». Три небольших ромба внизу обычно связывают с тремя округами Делавера – Ньюкасл, Кент и
Сассекс. Автором оформления стал Карл Л. Шмидц. Его проект выбрали в конкурсе, а это чувствуется. Монета выглядит продуманной, как цельная историческая эмблема. В ней нет портретов президентов, генералов или аллегорических фигур. Вместо этого художник выбрал два конкретных знака – церковь и корабль. Так маленький серебряный полудоллар соединяет место и путь, берег и море, память и начало переселения. Композиция особенно хорошо читается в паре. Церковь стоит неподвижно, а корабль движется. Одна сторона говорит о закреплении на земле, другая – о смелом переходе через океан. Монету чеканили на монетном дворе в Филадельфии. Знака монетного двора нет. Для середины 1930-х годов это было важным решением. Выпуск ограничили одним монетным двором, без набора разных знаков и без искусственного усложнения серии. Такая схема выглядела честнее по отношению к коллекционерам, уставшим от многочисленных юбилейных вариантов. Максимально разрешенный выпуск составлял 25 тысяч монет для продажи публике. Фактически было отчеканено 25 тысяч 15 экземпляров, потому что дополнительные 15 монет предназначались для ежегодной пробирной комиссии. Продажа шла по цене $1 75 центов за монету. Часть выпуска оказалась невостребованной. 4022 монеты вернули на монетный двор и переплавили. Поэтому для коллекционеров чаще всего указывают итоговое количество – 20 978 монет, если считать только реализованный публичный выпуск. Если прибавлять пробирные экземпляры, получится немного другая цифра, но порядок редкости от этого не меняется. Делаверский полудоллар остается малотиражной и достаточно компактной частью серии ранних памятных выпусков США. При этом он не создает для коллекционеров путаницы с разными монетными дворами или несколькими годами чеканки. Интересно, что в 1938 году Швеция тоже выпустила памятную монету в 2 кроны, связанную с тем же юбилеем. Поэтому вокруг Делавера можно построить не только американскую, но и международную нумизматическую историю. Редко какой классический полудоллар так естественно выводит разговор за пределы самих Соединенных Штатов. Через него легко перейти к теме шведских колониальных планов, атлантической торговли и памяти иммиграции. По сохранности монета обычно встречается без следов обращений, потому что ее покупали как сувенир и как памятный предмет. Но это не значит, что любой экземпляр одинаково хорош. На стороне с церковью стоит смотреть на крышу, стены, лучи над зданием и чистоту открытых полей. На стороне с кораблем важны линии парусов, корпус, мачты и общий рельеф композиции. Особенно привлекательны монеты с оригинальным блеском, мягкой естественной патиной и без следов чистки. Из-за спокойного дизайна любые повреждения поверхности здесь заметны довольно быстро. С коллекционной точки зрения Делавер ценен не только количеством сохранившихся монет, но и редкой темой. Это выпуск о шведских и финских корнях Америки, о новом свете до привычной английской версии колониальной истории. Он напоминает, что история Соединенных Штатов складывалась из разных языков, разных народов и разных берегов. Для серии ранних памятных полудолларов это особенно ценно, потому что многие выпуски говорят о местных юбилеях слишком узко. Делавер, напротив, берет местный сюжет и делает из него рассказ о широкой колониальной карте Северной Америки. На этой монете нет громкого героя, зато есть корабль, церковь и 3 века памяти. Именно поэтому полудоллар Делавера остается одним из самых содержательных выпусков среди классических памятных полудолларов США. Он тихий, строгий и очень исторический, а для занимательного нумизмата это часто важнее внешней эффектности. Вот, кажется, я все рассказал. Смотрите наш канал,
Увидимся в следующих выпусках.